Добрый день, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, предлагаю подписаться тем, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 19 января, киевское время, 18 часов. Итак, сегодня большой религиозный праздник, сегодня водохрещение. Поэтому всех, кто отмечает этот праздник, православные христиане, я их поздравляю с этим праздником. Сегодня надо окунуться в ополонку для того, чтобы омыть себя, похреститься и омыть себя от грехов и неправедных поступков. Ну, возвращаемся к главному неправедному поступку этого, наверное, столетия. Потому что война носит очень, я бы сказал, большой масштаб и очень жестокий характер. Преступления, которые совершает Путин и заставляет совершать Российскую Федерацию, они не имеют аналогов, как любят говорить в Российской Федерации. Такой степени жестокости не было даже во Вторую мировую. Ну что ж, начинаем оперативную обстановку, и она сложилась за прошедшие сутки следующим образом. За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны, Верхнекаменская, Солидар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Водяная, Марьинка, Победа Донецкой области. В то же время противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 85 огневых ударов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов Российской Федерации по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Их формирование не ведется. Определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь продолжают выполнять задачи. Белорусы стоят на прикрытии своей государственной границы. Российские войска, используя полигоны и учебно-материальную базу белорусской армии, продолжают готовить свои моб-резервы на территории Белоруссии. Вот такая обстановка у них на сегодняшний день. Таким образом, противник демонстрирует свое присутствие вблизи государственной границы, совершил минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Теперь по другим оперативным направлениям, по линии фронта. На Купянском направлении продолжаются позиционные бои в районе населенных пунктов Площадки, Дебровы и Кременной. На Лиманском направлении здесь позиционные бои, обмен артиллерийскими огневыми ударами. Ситуация на Лиманском направлении более спокойная, чем даже на Купянском. Далее, Бахмутское направление. Вооруженные силы Украины фактически добились стабилизации фронта на Бахмутском направлении. Враг продолжает давить на Благодатное из западных окрестностей Солидара. Но это уже продолжается практически неделю. Противник успеха не имеет. Оккупанты безуспешно пытаются атаковать Красную Гору. Успеха не имеют. Им удалось вплотную подойти к Краснополовке. Продолжаются попытки российских войск прорваться к Раздолевке и Веселому. Но то же самое успеха за последние сутки и предыдущие противник успеха не имеет. Фронт постепенно стабилизируется. На сегодняшний день российские войска превратили Солидар в военный хаб.
и параллельно перекидывает войска на линии Спорная и Белогоровка. А Белогоровку пытается штурмовать. На сегодняшний день безуспешно. Успеха не имеет. На Авдеевском направлении тут тяжелая ситуация в восточных окрестностях Красногоровки. Противник давит и довольно сильная. Но на сегодняшний день успеха не имеет. Продолжаются атаки. Наши войска эти атаки отбивают. Невельская, Первомайская и Водяная. Там продолжаются позиционные бои. Но уже позиционные. Враг пытается малыми силами получить хоть какой-то результат. То есть на данный момент здесь тоже на Авдеевском направлении фронт стабилизирован. Противник продолжает на некоторых участках атакующие действия. Количество войск, принимающих участие в атаках, резко уменьшилось, то есть мелкими группами, как это было ранее, до иногда от 10 до 30 человек. Пытается атаковать наши позиции, но практически на сегодняшний день практически безуспешно. Новопавловское направление идут обстрелы, на Запорожском направлении и позиционные бои. На Запорожском направлении тоже самая ситуация, более-менее стабильная, идут позиционные бои и обстрелы, обмен артиллерийскими ударами. На Запорожском направлении пострадали 24 населенных пункта Донецкой и Запорожской области. На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы более чем 20 населенных пунктов от Херсона до Никополя. Извините. Вот. То есть весь правый берег Днепра, где напротив присутствуют российские войска, везде российские войска пытались наносить артиллерийские удары реактивной и ствольной артиллерии. За прошедшие сутки наша авиация нанесла порядка 13 авиационных ударов по районам сосредоточения живой силы и техники и вооружения противника, по 3 позициям зенитно-ракетных комплексов российских войск. В то же время воздушные силы Украины сбили вражеский вертолет К-52 и беспилотник типа Мерлин-ВР. Также подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения оккупантов, 1 склад боеприпасов и 2 других важных объекта врага. Ситуация по носителям ракет «Калибр» и по присутствию кораблей российского Черноморского флота в Азовском и Черном морях не изменилась. Вот такие военные новости на сегодняшний день сложились на линии фронта. Самая главная новость, на которую надо обратить внимание, это то, что нашим войскам удалось стабилизировать линию фронта. Атакующий натиск частично начал идти на спад. Ну а теперь немножко поговорим о военно-политических новостях, которые сложились в Украине вокруг нас. Очень интересная новость пришла из России. Один из депутатов Государственной Думы Российской Федерации написал, Ступин, так его фамилия, написал в декабре еще месяце, написал запрос в Министерство обороны России относительно солдат, которые заключили контракт с ЧВК «Вагнер». И после этого пропали со связи. Ну, насчет солдат, это он сильно погорячился, потому что это наемники, и статус их наемники и военные преступники. Так гласит международное право. Так вот, Министерство обороны Российской Федерации ответило. В ответе сказано, что ЧВК «Вагнер» не входит в состав вооруженных сил России. И поэтому Минобороны РФ не может содействовать налаживанию официальных контактов родственников сотрудников ЧВК с работодателем. Ну, работодатель, понятно, в кавычках. Кстати, очень классная формулировка. Сотрудники ЧВК. То есть наемные, ну, кто они там, рабочие там или
или боевики, или кто, но солдатами статуса не могут, военнослужащего статуса у них нету, солдатами их называть было бы неправомочно. Вот так ответил начальник Генерального штаба Российской Федерации. Так что противостояние, точнее отмежевание вооруженных сил России от ЧВК, оно продолжается. И в принципе это нам играет на руку. Когда нет взаимодействия, нет согласования, это очень хорошо сказывается на характере ведения боевых действий. Следующая новость. Эстония приняла решение предоставить Украине рекордный пакет военной помощи. Ну, вы знаете, я вам скажу, такое складывается впечатление очень положительное в то, что Запад, страны-партнеры, вот формат Рамштайн, мы все его ожидаем, завтра он начнется, они все начинают понимать, что надо наконец-то начинают понимать, что надо давать оружие. И давать его не 1, 2, 3, а давать 10, 20, 100 и более. Так вот, даже вот Эстония при всех своих возможностях, при том размере страны, которую они имеют на сегодняшний день, они собрали военную помощь на 113 миллионов евро. И это для них является крупнейшей за все время ведения активных боевых действий пакетом помощи, который они собираются предоставить Украине. И этот пакет помощи будет состоять из 155 миллиметровых гаубиц и 122 миллиметровых гаубиц, 1000 снарядов и грузовиков к ним, более сотни противотанковых орудий Карл Густав и более 1000 единиц боеприпасов к ним. Вот такой вот пакет помощи собрала Эстония. Я так понимаю, что уже, наверное, в международном сообществе цивилизованных стран, которые поддерживают Украину, или, можно уже, наверное, сказать, коалиция, может быть, стран, поддерживающих Украину, уже становится как бы правилом хорошего тона оказывать Украине как можно большую помощь. И в подтверждение этого гласит следующая новость. Швеция. Сколько мы этого ждали? Помните, мы обсуждали с вами, что уже трижды звучала новость о том, что вот арчеры, шведские арчеры, ведь автоматические самоходные артиллерийские установки едут в Украину. И наконец-то мы попробуем их в настоящем бою и дадим им оценку, а они нам помогут в огневом поражении противника. Так вот, теперь мы имеем официальное заявление со стороны Швеции. Вице-премьер Швеции огласил, что Швеция передаст Украине около 50 БМП СВ-90 и 12 САУ «Арчер». Так что наконец-то свершилось. Дождались мы. Спасибо огромное Швеции. И боевые машины пехоты тоже нам очень даже нужны. А 12 САУ «Арчер» это фактически артиллерийский дивизион при 4-орудийной батарее. Так что шведские автоматы, я назову так, потому что гаубица автоматическая полностью, начнут свою боевую работу в рядах вооруженных сил Украины. Далее, следующая новость пришла из Белоруссии. Там продолжаются учения. И сегодня мы с вами с утра эти учения прочувствовали, потому что был объявлен сигнал воздушной тревоги по всей территории Украины в связи с тем, что в Белоруссии поднялись в воздух авиация белорусская и российская. В том числе были подняты в воздух самолеты МиГ-31К. Это, напомню, это самолеты, которые переоборудованы или приспособлены для пусков гиперзвуковой ракеты, как заявляет Российская Федерация, «Кинжал». Ракета Х-47М2. Это практически баллистическая ракета от комплекса «Искандер». Но тем не менее, сегодня пришло усиление, то есть с Российской Федерации перебросили еще 2, почему-то написано истребители, Су-24, это фронтовой бомбардировщик. Да, это старая советская модель, она уже, будем так говорить,
довольно возрастная. Ей на смену есть уже Су-34, тоже фронтовой бомбардировщик, это более современная модель, но тем не менее. Так что это Су-24, это бомбардировщики, которые прибыли на аэродром Барановичи для участия в учении в составе вот этой летно-тактических учений, совместно проводимыми между Беларусь и Российская Федерация. Министерство Республики Беларусь опубликовало видео сегодняшних полетов МиГ-31К с аэродрома Мачулища. Но там сегодня приключилось, как обычно, чрезвычайное происшествие. У одного из самолетов загорелся в полете двигатель на МиГ-31Х2. Загорелся двигатель, и в момент его возгорания произошел очень сильный хлопок. Больше, наверное, похожий по звуку похожий на взрыв. Поэтому сначала разные были предположения, но потом пришло разъяснение. Самолет совершил экстренную посадку на втором двигателе. Причем это надо отметить, что это тот самый самолет МиГ-31К, который уже горел один раз. И причем там же горел в Белоруссии. Во время взлета у него загорелся двигатель. И, видно, они его пытались отремонтировать, но, видите, опять он взлетел и опять загорелся у него двигатель. В прошлый раз на взлете, в этот раз в полете. Третий раз не знаю, будет он гореть на земле или в воздухе. Вот такое вот приключилось сегодня происшествие. Но в любом случае мы опять играли в воздушную тревогу, мы опять были в укрытиях. И, к сожалению, это будет еще продолжаться до 1 февраля, пока будут эти учения. Разные источники дают разную информацию по поводу того, вот я понимаю так, что Министерство обороны Беларуси, оно специально опубликовало видео сегодняшних взлетов, вот этих МиГ-31 с аэродрома Мачулище, чтобы продемонстрировать, они бортовые номера на видео заретушировали, но при этом очень активно показывали, что у них под фюзеляжем у этих самолетов находится ракета «Кинжал». Но насколько она боевая или это, будем говорить так, муляж ракеты, тут сказать очень трудно. Дело в том, что они уже не первый раз, они, во-первых, не первый месяц находятся в Беларуси, они вернулись в прошлом году, в конце года, эти самолеты слетали в Мурманск и обратно, один самолет разбили по дороге, там в районе Мурманск, потом вернулись опять в Белоруссию. Так вот, это боевые ракеты или это муляжи, сказать на сегодняшний день очень трудно. Но в любом случае, вот эта демонстрация видеозаписи, что самолеты летают, ракета вроде как на самолете, так что ай-яй-яй, бойтесь, она может выстрелить в любой момент. Вот это называется демонстрация сил и намерений и запугивание противника, то есть нас с вами. Следующая новость пришла из Европарламента, который принял резолюцию о создании специального трибунала по агрессии Российской Федерации и режима Лукашенко против Украины. Вот это очень хорошая новость в том плане, что не то, как я и говорил, что Беларусь под управлением Лукашенко надо рассматривать как полноценного военного преступника, его режим, преступный режим, который участвует в этой войне. Что Европарламент и сделал. Причем подавляющее большинство голосов депутатов, 472 за, 19 депутатов высказались против. То есть подавляющим большинством голосов Европарламент создал уголовный трибунал. Теперь этот трибунал будет накапливать материалы и рассматривать в рамках своих полномочий уголовное дело против Российской Федерации и Белоруссии по агрессии в отношении Украины. Следующая новость пришла к нам из Польши. Очень интересная новость, что бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Скрипчак высказал свою версию
дальнейшего развития событий. Он сказал, что новое наступление Российской Федерации может начаться со стороны Воронежа, Курска и Брянска. Под ударом сначала могут быть Днепр, Полтава, а затем Запорожье и Харьковская, и Луганская, Донецкая и Херсонская области. То есть якобы основной упор. И он говорит, что по его словам, именно там Российская Федерация сосредоточила большинство из 300 тысяч мобилизованных осенью солдат. То есть, что в этих областях якобы находится 300 тысяч. Ну, как версию, как вероятно, и что наступление, основное наступление, направление главного удара будет проходить с севера. И будет идти в обход. Харьков получается тогда в окружении, будет идти на Днепр-Полтава, потом Запорожье, Харьковская, Луганская, Донецкая области остаются как бы внутри кольца, то есть какие-то гигантские клещи Российская Федерация якобы должна организовать. Но я вам скажу, что на такой поход от границы России до Полтавы и Днепра, то 300 тысяч, наверное, будет маловато. Очень даже будет маловато. Это первое. Второе, ни наша, ни западная разведка на сегодняшний день не дала ни одного сообщения, что в этих областях, имеется в виду Курская, Брянская и Воронежская, сосредоточены большая часть от 300 тысяч. Большая часть от 300 тысяч это, примерно это уже 160, допустим, да, или 151 тысяча, если мы говорим о большей части. То есть это больше половины. Вот. Но при этом он же, этот генерал, не прогнозирует новое вторжение Российской Федерации со стороны Белоруссии. То есть поход на Киев он не прогнозирует, говорит, что не будет. И исключает нападение армии Белоруссии на Украину. Так что вот такое вот, скажу вам так, как версия имеет право на жизнь. Для, допустим, нашего генерального штаба вполне было бы логичным рассмотреть и такой вариант проведения операции. Но на сегодняшний день, еще раз подчеркну, на сегодняшний день, по открытым источникам информации, данное сосредоточение российских войск на территории этих трех областей не подтверждается. Мы знаем, что там есть, что они там готовят на учебных центрах и полигонах, там несколько тысяч, там несколько тысяч, но говорить о том, что там 150 тысяч войска стоит, бьет копытом в готовности двинуться к нашим границам, такого нету. К счастью, такого нету. Сегодня группировка российских войск насчитывает более 300 тысяч на территории Украины. То есть вот этот вот кусочек от Херсона, юго-восток Украины и Крым Украины, они нашпиговали вот таким количеством войск. Если мы говорим, что было где-то порядка 170-180 тысяч, то есть 120 тысяч они уже сюда пригнали. Сколько они еще смогут сюда пригнать, трудно сказать. С учетом того, что в Белоруссии находится порядка 10 тысяч мобилизованных, которые постоянно проходят там обучение. Вот. Но посмотрим, ближайшие недели, я так понимаю, покажут, куда начнется массовое перемещение российских войск. И самое главное, будем внимательно следить, с чем они будут перемещаться, с какой техникой и с каким вооружением. Вот. И на пасашок, точнее нет, не на пасашок, у нас следующая новость наша с Киева. Это сегодня в Киеве с визитом находится президент Европейского совета Шарль Мишель. Он встречается с президентом Украины, и это еще раз подтверждает, что они приехали согласовывать планы по подготовке Украины по вступлению в Европейский Союз. То есть у нас есть, помните, да, нам предоставили такой как бы план подготовки членства, мы его согласовали и мы его выполняем. И я думаю, что Шарль Мишель приехал именно согласовывать эти вопросы и проверять ход выполнения Украиной тех обязательств, которые мы взяли на себя для сближения, максимального сближения с Европейским Союзом. Так что не стоит на месте, процесс идет, и я думаю, что
мы выполним эти все обязательства и будем рассматриваться, возможно, даже в ближайшие несколько лет будем рассматриваться как страна-кандидат на вступление или страна, которая вот-вот должна начать процедуру вступления Украины в Европейский Союз. Ну и на пасашок, вот новость, которую я вам приготовил, это очень интересная, она из ряда вон выходящая, я бы даже так сказал. Дело в том, что сегодня прозвучало заявление главы Министерства иностранных дел Ирана. Вот откуда пришла новость. Новость пришла из Тегерана. Так вот, министр иностранных дел Ирана сделал официальное заявление. Тегеран, несмотря на прекрасные отношения с Москвой, не признает вхождение оккупированных территорий Украины в состав России. Причем там детализировалось Донбасс и Крым. Иран не признает за Российской Федерацией. Они считают это территорией Украины. Ну, я думаю, знаете как, Ирану верить очень тяжело в этом плане. Они с одной стороны улыбаются, а с другой стороны одной рукой они вроде как машут в приветствие, а с другой рукой они поставляют Российской Федерации оружие. Шахеды летают, угроза поставок баллистических ракет существует. Я думаю, что это скорее, наверное, политический реверанс со стороны Ирана в адрес западных стран, чтобы не были введены очередные санкции. Почему? Потому что, помните, я говорил, что надо настаивать. Кстати, генеральный секретарь опять не выполняет свои обязанности. Не назначается до сих пор, не назначается комиссия по расследованию поставок иранских дронов типа «Шахед» в Российскую Федерацию. А должна быть комиссия, это функционал, это не выдуманные вещи, и мы не просим чего-то сверхъестественного. Это функционал согласно уставным документам Организации Объединенных Наций. Они должны прислать комиссию, которая должна провести расследование, если это действительно дроны иранского происхождения, которые применяет Российская Федерация. Обе страны должны быть наказаны санкциями от Организации Объединенных Наций за прием или передачу, так сказано в резолюции Совбеза ООН от 2015 года, вооружений, прием или передачу от Ирана или Ирану вооружений с дальностью применения, с дальностью боевого применения более 300 километров и более. Так что Иран, вот скорее всего, и делает вот такие заявления для того, чтобы максимально отбелить себя и отбиться от возможных санкций. Но Организация Объединенных Наций способствует Ирану в плане того, что просто не выполняет свои функциональные обязанности. Вот что очень обидно, и мы должны требовать, как полноправные члены ООН, должны требовать выполнения соблюдения этих процедур для наказания виновных. Ну что ж, вот такие вот военно-политические новости на сегодняшний день произошли в Украине и вокруг нас. И на этом первый раздел нашего видео мы заканчиваем. Я по традиции делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, для тех, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. Ну а продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, это ответом на ваши вопросы, которые вы прислали. И первый вопрос сегодняшнего видео будет звучать как раз в контексте белорусских учений и подготовки к возможной подготовке к вторжению союзных войск или даже не знаю. Вот там, кстати, запуталась уже и Россия, и Белоруссия. Они не могут определиться, какой же статус сегодня Белоруссии. Это Россия или это союзное государство. Но войска они уже называют союзными. Силы это союзного государства. Так они их уже называют. Вот.
То есть они перетягивают на себя одеяло, и Лукашенко может завтра остаться без армии, что может иметь для него пагубные последствия, как человека, который самопроизвольно занимает место президента Белоруссии. Итак, вопрос звучит следующим образом. Читаю, что Россия скрытно перебрасывает живую силу якобы под видом гражданских грузов. Вроде белорусы сами пишут, что известно по этому поводу. Ну, скажу так, что появилось сообщение, кстати, его уже вторые сутки обговаривают, хотя не стоит выведенного яйца, что якобы Российская Федерация перевозит личный состав мобилизованных в железнодорожных цистернах. Сразу скажу, что это похоже на бред сивой кобылы. Дело в том, что цистерны предназначены для перевозки технических жидкостей. Представьте цистерну после дистоплива или после бензина, и туда залазит человек. Он угорит в этой цистерне, причем насмерть угорит, задохнется за считанные минуты, если не за секунды. Там нечем дышать, это первое. Второе, там могут быть токсичные, перевозка могла быть и кислот, и каких-то щелочей, всего что угодно, любых химических составов. Посмотрите, что движется по железной дороге. Это, и самое главное, цистерна круглая, в ней находиться очень неудобно. Они там сидят в рядок на дне цистерны при морозе минус 20 градусов внутри железной бочки большой. Не верьте таким вбросам. Намного проще и намного скрытнее оборудовать, допустим, фуру под перевозку личного состава. Или, допустим, пустить автобусы по каким-нибудь маршрутам, не по центральным дорогам, а по второстепенным дорогам. Так что нет, это насчет переброски, я думаю, что особенно железнодорожным транспортом, это чистейший фейк. Насчет переброски вообще личного состава российских войск в Белоруссию, я тоже думаю, что это вряд ли отвечает действительности. Во-первых, западные разведки уже бы сообщили. Белорусская оппозиция уже бы нам сообщила, что они наблюдают увеличение количества, допустим, мобилизованных, российских мобилизованных или российских военнослужащих на полигонах в Белоруссии. Почему? Потому что прибывает солдат или мобилизованный, что надо сделать? Надо его разместить. Ему нужно место в палатке или место в казарме. Его надо поставить на довольствие, его кормить надо, а это увеличение количества продуктов для котлового довольствия. И число на построение, число личного состава увеличивается постоянно, если он прибывает. И главный у меня вопрос. Хорошо, личный состав, даже если допустить, что они перебрасывают личный состав в Белоруссию, и на чем они будут воевать? Автоматы, ладно, им дадут. Может, они едут уже со своими автоматами, уже выданными. А танки, а бронетранспортеры, а машины, это же все равно надо завозить. Все равно эшелон будет идти с техникой и вооружением. И Россия не скрывает этих эшелонов, мы постоянно их наблюдаем, перебрасывают их вдоль и поперек, из Белоруссии в Белоруссию и туда и обратно. И поставить там 5, 7, 8 людских вагонов в воинском эшелоне — это не проблема на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что вряд ли на сегодняшний день осуществляется скрытая переброска личного состава. Тем более это не подтверждают данные разведки. До вас таке питання. Ми з багатьох джерел зараз чуємо, що у лютому, можливо, терористична федерація спробує наступати з Білорусі на Київ або на Запоріжжя з тимчасово окупованих територій, або навіть на кількох напрямках одразу. Як ви вважаєте, чи спробують вони також форсувати Дніпро і піти на Херсон з метою його повторної окупації, чи просто відволікання уваги наших Збройних сил? Дякую и витаю с Херсона. Нет, вы можете не бояться. Форсирование Днепра даже не рассматривается на сегодняшний
на сегодняшний день. Во всяком случае до летнего периода. Почему? Потому что сегодня холодная вода, заморозки способствуют образованию так называемой шуги, то есть вот эти наледи, которые откалываются и потом идет по течению Днепра вниз. В сегодняшней воде человек может там продержаться несколько минут. Ну, это вам медики точно скажут от температуры воды. Вот. Ну, я помню из тех знаний, которые мне давали, что, допустим, в воде плюс 8 градусов 4 минуты. Дальше наступает гипотермия тела, то есть переохлаждение, и человек умирает. И тонет в этой воде. Ну, и вы говорите, о каком форсировании вы говорите. И тем более, вы как херсонец знаете, что течение Днепра в районе Херсона довольно сильное. И что тоже затрудняет форсирование этой реки. А сегодня наводить понтонные переправы, как это было, как они строили там вдоль Антоновского моста, мы тогда им в тылу российских войск, когда Днепр находился вместе с Херсоном, мы не позволяли, мы старались максимально разрушать эти паромные понтонные переправы. А сегодня, когда мы обороняем правый берег, это просто нереально. Поэтому нет. Вероятности наступления российских войск там на Киев, то есть из Белоруссии, из северо-восточного направления через Черниговскую, там, Сумскую область или, допустим, через Харьковскую область. Это мы все неоднократно рассмотрели. Я даже сегодня в военно-политической обстановке разделе привел вам версию польского бывшего командующего сухопутными войсками по поводу сосредоточения на северо-востоке Украины, там 150-тысячной группировки, даже более там вроде как получается, по его словам. И то вероятность этого довольно низкая, потому что разведка не подтверждает наличие такого количества войск на этом направлении в Российской Федерации. Следующий вопрос. Если предположить, что Российская Федерация сосредоточит большой ударный кулак на своей территории на удалении 100 километров вне досягаемости Хаймерс в Белгородской области, откуда, возможно, пойдет в наступление в одном направлении, направо, налево или прямо, хоть на Харьков, хоть на Сумы или в Луганскую область, сможем ли мы их достойно встретить, не зная точно, куда они двинутся? Спасибо за ответ, слава Украине. Ну, во-первых, если они такой массой накопятся, мы будем знать, что они накопились. Если они двинутся, мы тоже будем знать, куда они двинутся. Ну, невозможно. 100-тысячное войско – это 10 дивизий. Колонны техники, это будут такие же колонны техники, как были вот на киевском направлении в феврале прошлого года. Когда колонны там 60 километров, колонны 10 километров, 20 километров. Вы же понимаете, что такими колоннами, когда они начнут выдвижение, если они соберутся в кучу, то мы сразу же будем знать направление, куда идет колонна. И на сегодняшний день наша граница постоянно совершенствуется в инженерном отношении. Мы превращаем нашу границу как с Белоруссией, так и с Российской Федерацией, там где мы ее контролируем, в укрепрайон. Мы ее оборудуем в инженерном отношении. Так что, во-первых, неожиданности не будет. 100-километровый марш, ну, это несколько часов движения. Для смешанной колонны это примерно 8-10 часов движения. Так что колонна очень медленно движется. И ее сразу же легко отследить за счет большого скопления техники. Конечно, мы начнем огневое поражение на подходе к нашей границе, видя, если они к ней будут направляться. Вот. Так что не будет неожиданности, не переживайте. У меня вопрос следующий, к следующему выпуску. Надеюсь, включите в блок вопросов. Ракета Х-22 довольно допотопный сверхзвуковой самолет с боевой частью. Ну, тяжело его назвать самолетом. Эта ракета начинает лететь с большой высоты и потом по горизонту снижается под углом 30 градусов. И она еще предварительно поднимается на высоту, для того, чтобы потом начать снижение. Идет к цели при скорости порядка 2,5 маха.
Характеристик этой ракеты в интернете полно. Даже нашел техдокументацию за 1982 год. Х-22 это большая жирная цель на радаре. Плюс двухступенчатый жидкостной реактивный двигатель, который работает на всех режимах полета. Хороший инфракрасный сигнал. Корпус ракеты полностью отражает сигнал. Титан плюс дюраль. Вопрос, как ее невозможно сбить? Как такую жирную высоколетящую цель невозможно сбить? Окей, тогда почему современные крылатые ракеты почему-то делают для полета на малых, сверхмалых высотах и с огибанием рельефа местности. И от компоновки высотного полета крылатых ракет отказались ввиду их большого процента сбиваемости. По-моему, тот же Ирис-Т или Насамс или С-300 как раз идеально подходит, чтобы сбить 12-метровую сигару, летящую на 3 махах на высоте 12 километров. Спасибо. Ну, вы, наверное, не слушали мои предыдущие выпуски. Я разложил там по ракете и как ее сбивать, все по полочкам. Ну, давайте еще раз я вкратце повторю. Вы абсолютно правы. И Ирис-Т, и Насамс, и Патриот могут сбивать эту ракету. И вопрос ее сбития, во-первых, скорость у нее 3,5-4,5 маха, то есть больше, чем вы указали. На излете она может вот под углом 30 градусов, когда она с вершины своей траектории, а на вершину она забирается на высоту порядка 20 километров, чтобы выйти из плотных слоев атмосферы и разогнаться до максимальной скорости. Потом, наклонившись вниз, она идет под углом 30 градусов в направлении цели. Так вот, достигнув такой скорости, эта ракета 600 километров пролетает где-то меньше, чем за 10 минут. Вот в этом главная проблема. Если вы поздно засекли эту ракету, то ваша система не успевает среагировать на появление этой ракеты. Я уже объяснял. Да, допустим, Насамс реагирует 15 секунд, а Ирис-Т, по-моему, 10 секунд реагирует на цель. То есть система, увидев цель, через 10 секунд может пустить противоракету. Но главный вопрос в поражении, чтобы противоракета успела перехватить вот эту цель, ракету Х-22 на траектории. До тех пор, пока та не достигла цели. И вот эти комплексы и Насамс, и Ирис-Т, и Патриот, они становятся эффективными на вот таких скоростных крылатых ракетах только в том случае, если они работают, они подключены к космической разведке, которая работает в режиме онлайн. То есть должна быть целая сеть радиолокационных станций дальнего обнаружения. Это, кстати, вот типа нашей кольчуги, она может там до 800 километров видеть, но у нас их очень, я так понимаю, ограниченное количество. Вот. Или, допустим, АВАКС находится в воздухе, самолет-разведчик, и плюс спутниковые снимки, то есть сеть радиолокационных станций дальнего обнаружения, плюс спутники на орбите, которые смотрят небо или землю. И как только пускается эта ракета, вот когда она засечена в момент пуска, у вас есть вот это время для полной реакции, для ее перехвата. Если вы это условие не выполняете, вам просто физически не хватает времени на сбитие этой ракеты. Поэтому, да, старая ржавая калоша, но, к сожалению, летит на сверхзвуковой скорости, и из-за позднего ее обнаружения мы не можем ее перехватить. Я надеюсь, что с получением комплекса Patriot нас подключат к единой системе обнаружения и оповещения целей натовской. И тогда, да, и тогда мы будем иметь возможность успешно сбивать вот эти баллистические ракеты. Так что давайте пока подождем. Я так понимаю, что сегодняшние ни Насамс, ни Ирис-Т не подключены напрямую к этой системе, не имеют доступа. А если наши партнеры и передают нам развединформацию, то вы же понимаете, опять же, человеческий фактор и скорость передачи. Они со спутника снимают информацию,
потом перекодирует ее в тот вид, в котором нам они ее могут передать, потому что она имеет гриф секретности и может содержать более широкие сведения об этой ракете или о системе ее засечки. Вот. И мы ее принимаем вручную, потом передаем на пусковые вводят данные, обрабатывают, готовят пуск. К этому времени ракета Х-22 приковыляла и бахнула в жилом доме в Днепропетровске, в городе Днепр. Вот вам весь ответ на ваш вопрос. Вопрос, могут ли Patriot или SAMP-T фиксировать пуск ракет типа Х-22, С-300, С-400 и других сверхзвуковых и баллистических ракет? Спасибо за ответ. Смотрите, я уже вот только что рассказал, они самостоятельно не могут. Или они неправильно, правильнее будет сказать так, они могут самостоятельно своими радиолокационными средствами, в каждый комплекс противоракетный, ПВОшный входит радиолокационная станция. Всегда. Станция подсветки целей, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в пределах своих тактико-технических характеристик радиолокационная станция может обнаружить пуск ракеты С-300, С-400 или Х-22, если она в пределах досягаемости радиолокационной станции. Если же она пущена намного дальше, а допустим Х-22 может быть пущена с дистанции 600 километров от удаления от цели, то, естественно, мы ее увидим за 200 километров. 200 километров она преодолеет за 3 минуты. Что вы успеете сделать за 3 минуты? Ничего. Поэтому эти комплексы, которые вы сказали, и Patriot, и SAMP-T, подключают к единой системе радиолокационной разведки, которую строит НАТО. Кстати, вспомните, после 2014 года НАТО начало форсировать создание противоракетного зонтика над странами-членами НАТО. И в странах Балтии, в Польше и в Румынии размещались элементы системы ПРО. На что Россия очень болезненно реагировала и постоянно говорила, от кого же вы защищаетесь, мы такие миролюбивые, мы такие белые и пушистые. Но натовцы молча строили вот эти элементы. Так вот, элементы ПРО — это радиолокационные станции системы дальнего радиолокационного обнаружения или раннего обнаружения пусков баллистических ракет. Они это строили. Вот а если они нам дадут эти разведданные, тогда мы все успешно сделаем. Все обсуждают вторую попытку врага в ближайшее время. Аналитики обсуждают возможные направления удара. Предполагают основной и отвлекающее направление удара. Прошу вас аргументировать, по какой причине многие считают киевское направление маловероятным. Ведь известно, что на белорусских аэродромах базируется авиация врага. Ввиду близости к Киеву данных авиационных баз их разумно использовать для переброски десанта к столице, прикрывая самолеты с десантом боевой авиации. Наше ПВО перед этим рывком подавив беспилотниками и ракетными ударами. Не зря в Беларуси сейчас идут учения. Возможно, это может иметь подтекст. Исходя из вышесказанного, по логике, таким быстрым рывком с подавлением нашего ПВО есть вероятность высадки десанта вблизи Киева или в Киеве для захвата органов власти. При этом отвлекающие удары могут быть реализованы на других направлениях. Прошу вас прояснить вероятность такого сценария и насколько возможна такая операция без поддержки наземных сил. Заранее благодарю. Такая операция без поддержки наземных сил, возможно, была 24 февраля, которую они и пытались провести. Но даже тогда они получили отпор, и эта операция провалилась. Скажу так, что, во-первых, выбить нашу ПВО невозможно. Почему? Потому что она сегодня не стационарная. И определить, где на позициях она стоит, заранее невозможно.
А пускать по работающему радару мы можем его перемещать. Или можем его просто выключить. И тогда его дроны его потеряют, если он переместится. Потому что дроны нельзя корректировать в полете. Крылатую ракету нельзя корректировать в полете. Можно вести только огонь по средствам ПВО в режиме реального времени. А это могут делать только авиация. Но авиация не может войти в наше воздушное пространство, потому что там есть ПВО. Ракетных войск, как это было 24 февраля, когда они «Искандерами» ударили по нашим аэродромам, по системе ПВО, которую так и не смогли, кстати, даже с помощью «Искандеров» положить в нашу систему. Сегодня у них нету. Она может и остались там ракеты «Искандер», но их очень мало. И этой бригады, которая сегодня растянута вдоль границы, украинско-белорусской границы, ее просто-напросто не хватит. А прикрывать своими телами, допустим, самолетов истребительной авиации, большие вот эти летающие коровы, там, типа Ил-76 с десантом, это самоубийство. Мы будем сбивать и то, и другое. Особенно Ил-76, это будет для нашей ПВО, это будет просто охота, самая настоящая азартная охота. Поэтому нет, это очень маловероятно. Плюс вы же не забывайте, сегодня те же аэродромы в районе Киева, они же охраняются. Там стоят наши части, воинские части. Сегодня любой город Украины нашпигован войсками. И территориальная оборона развернута, все тренируется, кругом отрывается. Вспомните, что говорил наш глава Киевской военно-гражданской администрации. 1000 километров окопов вырыто вокруг Киева. О какой десантной операции вы говорите? О чем? Если мы смогли тогда силами Национальной гвардии в Гостомеле погасить вот этот массированный десант, который там был, больше под 200 человек они высадили. Еще и 3 вертолета положили российских, самых суперсовременных. И они бросили свой десант на произвол судьбы, и вертолеты быстро ретировались назад в Белоруссию. Так что нет, это на сегодняшний день вероятность такая существует. Но эта операция в военном плане сегодня не осуществима. Бажаю здоров'я. Чи не може у нас на півночі спрацювати звичайне для Рашки авось? Розумію вашу полеміку стосовно Білорусі про недостатню кількість особового складу рашистів. Однак категорично не погоджуюсь стосовно наявних авіаційних засобів, літаків та вертольотів. Їх кількість обчисляється десятками, якщо не сотнями. Крім того, впродовж останнього тижня на Білорусь перебазовано ще кілька десятків штурмовиків плюс грузові ани. Для того, щоб атакувати наші лінії оборони, не потрібно навіть перетинати наш кордон. Якщо авіація ворога організує бомбардувальні каруселі, достатньо пара десятків літаків та стільки ж вертольотів, то наші лінії оборони можуть зазнати катастрофічних руйнувань. Ви самі стверджували, що авіаційні удари по позиціях оборони найстрашніше з того, що може спіткати оборонців. До того ж, там є їх артилерія і реактивні системи залпового вогню. Хай навіть і в менших кількостях, ніж на півдні і сході. Про С-400, С-300 ви щойно сказали. От тупо по-рашистськи. Попруть по замінованих дорогах, підриватимуться, підірваних спихаватимуть з дороги, лізтимуть наступні, як в Солидарі чи в Бахмуті, допоки не вилізуть з мінних полів хоч пара десятків танків, БТРів, тощо на розбитті наші оборонні лінії. Щонайменше добротний відволікаючий удар відбудеться. У такому разі наступне угруповання може бути не 70 і 100 тисяч на війська, а менше. Ви знаєте, я
Я, конечно, понимаю ваши опасения, и я не устану вам разъяснять, какие бы фантастические сценарии вы ни написали в плане попыток прорыва нашей обороны. Дело в том, что местность такова на границе, украинско-белорусской границе, что есть узкие проходы, по которым будут двигаться российские войска. В малом количестве, в большом количестве, это не важно. Это раз. Они будут вынуждены идти в этих проходах, потому что другой проходной местности там просто нету. В этих проходах мы будем их поражать нашей артиллерией, нашими реактивными системами залпового огня. Кстати, у нас преимущество по дальности. Наша артиллерия бьет дальше, чем российская. Авиация российская не сможет, да, она может нанести в ближайшей глубине с территории Белоруссии, нанести огневые удары ракетами по нашей линии обороны, но они так делают и сейчас на линии фронта. И что, они умеют успех? Нет. Наши войска прекрасно умеют прятаться в случае авиационных ударов. А ракетами С-300, С-400 по обороняющимся войскам это вообще бред сумасшедшего. Ракета С-300, С-400 очень эффективно показывает себя в жилой застройке, в плотной жилой застройке, либо на каких-то крупных промышленных объектах. Тогда можно там 3-4 ракеты, групповой удар, и это принесет пользу. А если вы будете пускать эти ракеты по пехоте, которая рассредоточена в окопах, блиндажах и укрытиях, то это стрельба в белый свет, как в копеечку. Поэтому, для того, чтобы создать вот этот непрерывный поток, идти на минные поля, там, как будто они гнали вагнеровцев в Солидаре, так надо же такое количество накопить. Понимаете? Это первый момент. И второй момент. Точнее, на просеке лесной, куда вы будете сталкивать подорванные машины и танки? Их некуда сталкивать, их надо оттягивать назад. А для этого нужно что? Остановить колонну и куда ее деть? Чтобы колонна вся сдала назад? Это абсолютно нереалистично. Даже на российской авось. То есть вы хотите сказать, что наши войска вместе с территориальной обороной готовы сегодня проспать российский авось? Я в этом не уверен. Я думаю, что особенно территориальная оборона, которая показала, что она действительно наиболее мотивирована, потому что там люди защищают свое. Там, где они живут, зная, что за спиной у них их семья, их дом. Поэтому я не думаю, что мы сегодня на 11 месяце войны готовы проспать русский авось. А русские раз и так на свой же авось подорвались и пошли в наступление. И о чудо, у них это может быть, получится. Нет, такого не будет, поверьте. У меня вопрос, какую роль сыграли самоходные минометы в Бахмуте, Солидаре? Какую роль, так вы пишите, они бы сыграли, самоходные минометы в Бахмуте, Солидаре, если бы они у нас были. Если бы у нас были самоходные минометы, то в Бахмуте и Солидаре мы бы стояли на тех позициях, на которых стояли еще месяц назад. То есть эти города были полностью под нашим контролем. Дело в том, что миномет косит вражескую пехоту. Вот то, что они наступали, даже мелкими группами, непрерывными волнами, вот это работа миномета. Только волна наступающих начинается, вот чем хорошо, самоходный миномет выходит на позицию и кидает 5-10 мин. 5-10 мин кинул, все, этого достаточно. Поверьте, никто уже никуда ни в какую-то атаку идти не будет, если бы так было. Поэтому мы бы спокойно удерживали бы, они бы охотились за этими минометами, мы бы их, а вот за счет бронезащиты и маневренности мы бы их берегли и не давали бы их уничтожить противнику. Но в любой момент они бы выходили и очень быстро и эффективно поддерживали обороняющиеся войска. А еще могли, если мы, допустим, разведка докладывает, что накапливается личный состав в окопах, они же не из глубины выдвигаются, они же из окопов своих в наступление переходят. Так вот, как только они начали накапливаться, тот же миномет очень эффективно работает по укрытой пехоте. То есть могли накидать бы этих мин и в окопы.
Так что я думаю, они бы сыграли там ключевую роль. И той ситуации, которую мы имеем сегодня, вполне бы могло не быть. Возможен ли план рашистов напасть со всех направлений одновременно, перечисленных вами? Теоретически да, при наличии, допустим, как говорил один из спикеров, 600-700 тысячное войско, распределенное по 200-300 тысяч на каждое направление, одновременный удар, да, вполне был бы возможен. Если бы у России было такое войско, обученное, экипированное и вооруженное, включая тяжелым вооружением. Плюс добавьте сюда авиацию, которой почти, кстати, очень мало осталось авиации в Российской Федерации. Добавьте сюда авиацию, добавьте сюда ракетные войска, которых тоже потихонечку убывает на сегодняшний день. Вот. Тогда, да, теоретически это было бы возможно. Но, к нашему величайшему счастью, этого всего у Российской Федерации нет. Все оно есть, но оно в очень небольших количествах. Не в тех количествах, которые соответствуют таким задачам. Добрий день, слава Україні. Я живу в Польщі 7 років. Від початку повномасштабного вторгнення займаюся волонтерством. Я знаю, що ми один із перших купили Mavic 3 і відправили до Кривого Рогу. Таке питання. В Польщі будуть ставити системи Patriot. Вони можуть передавати Збройним силам України дані про ракети, які летять в Україну, або їх збивати із своєї території. Чи то я багато хочу. Дякую за відповідь, перемоги нам. Вы немножко много хотите. Сбивать они не будут точно. Сразу скажу. Комплекс Patriot, который будет развернутый сейчас из состава войск НАТО, на территории Польши, они ничего в нашем воздушном пространстве ничего сбивать не будут. Когда ракета войдет в воздушное пространство Польши, они будут ее сбивать. А вот обмен данными, я уже говорил сегодня, что вполне возможно, что с приходом комплексов Patriot, для того, чтобы они выполняли соответствовали своим тактико-техническим характеристикам, особенно в борьбе с баллистическими ракетами, их необходимо будет подключить к единой системе обнаружения и оповещения о наличии воздушных целей, натовской системе, что и будет, на мой взгляд, сделано. И, кстати, в этом случае, если мы получаем это подключение, доступ к этой системе разведданных, сбора и обработки разведданных, то эффективность остальных наших комплексов, типа NASAMS, IRIS-T, SAMT, она резко возрастает. Они тогда тоже могут бороться с баллистическими ракетами. Следующий вопрос. Вопрос. Где и когда используют артиллерию 105-го калибра? Говорят наши союзники, нам теперь будут давать только 105-й калибр. Ну, вы даете. 105-й калибр — это полевая артиллерия непосредственной поддержки общевойсковых подразделений, то есть пехоты. И она, как правило, буксируемая, она легкая, легко разворачивается. И, кстати, вот колесные танки, которые, так называемые колесные танки, их нельзя так назвать, Бастион, Шторм, которые нам будут передаваться, они имеют пушку 105 мм. То есть это та же самая пушка, только поставлена на базу бронетранспортера. И кто вам сказал, что нам больше не дадут других калибров? Посмотрите, Великобритания там передает нам АС-90. Это 155 калибр. Швеция заявила сегодня, что передает нам Арчеры. Это 155 калибр, 12 штук. Мы продолжаем получать гаубицы Сюзанна, согласно договоренности со Словакией. Это 155 калибр. Соединенные Штаты нам готовы вот в этом пакете помощи, который был последним оглашен на прошлой неделе, там М109А1 Паладины. Это 155 калибр. Наоборот, 105-го калибра они нам дают довольно мало, а 155 калибр у нас идет постоянно.
и количество его постоянно увеличивается. Польские крабы нам передаются потихоньку. Это же тоже 155-й калибр. Так что нет, вы не правы. А 105-й калибр это полевая артиллерия. Это вот у нас раньше градация была советская, да, у нас считалось гаубицы калибра 122 мм. Это пехотные средства, это поддержка, непосредственная поддержка пехоты и танков. А калибр 152 и более это уже артиллерия старшего начальника. Это уже артиллерийские подразделения, которые обеспечивают войска, поддержку войск, имеется в виду уже там не батальона, там роты, а уже полка или бригады на конкретных участках линии фронта. Так что с артиллерией все хорошо, не переживайте, нам все дают. Расскажите, пожалуйста, как Россия может напасть на Восточную Европу? Какие страны могут подвергнуться атаке? Не побоится ли она НАТО? Вот, кстати, тут, если уже рассуждать, где они могут напасть, это, в принципе, понятно. Там, где у них есть общая граница. Общая граница есть с странами Балтии и с Польшей. И Сувакский коридор. Это самое узкое место между Калининградской областью и Белоруссией. Вот это, там, по-моему, 70 километров ширина, если я не ошибаюсь. И вот Россия постоянно пытается угрожать, что они пробьют коридор, и тогда получается, что страны Балтии они отрезают от материковой Европы или от материкового НАТО. Вот здесь они могут вполне напасть. Также они могут проводить провокации. Ну, я думаю, что нападать Россия вряд ли будет на НАТО. Россия старается спровоцировать НАТО, чтобы НАТО сделало первый выстрел в сторону России. То есть они своими провокациями, там, вот, как они делали вот этот кризис этих беженцев на границе Польши и Белоруссии, там, допустим, залетом на территорию воздушное пространство стран НАТО, это тоже они могут, как они это делали на границе стран Балтии. Вертолет, помните, вот недавно тоже там не то залетел, не то не залетел, но в любом случае он был в непосредственной близости от границы балтийских стран. Вот, поэтому они постоянно их провоцируют. Они провоцируют на то, чтобы какой-нибудь солдат нервы не выдержали и шмальнул бы в сторону Российской Федерации. А еще лучше, если бы кого-то попал. Может, он и не попадет, но россияне сами застрелят своего солдата и скажут, что его убил натовец. Выстрел все слышали, да, зафиксировали, да, вот это он его убил. И в этом случае НАТО сразу же становится в позицию агрессора. И Путин тогда такой умиротворенный скажет, ну мы же миротворцы, мы же мирные люди. Давайте договариваться о мире, давайте, ну на наших, вы же агрессоры, да, чтобы мы вас простили на наших условиях, мы хотим то-то, 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 давайте подписывать договор мирный, чтобы мы вас там не гнобили, что вы агрессоры, развязываете мировую войну, вас же 30, а Россия одна. Вот на это провоцирует Путин постоянно НАТО. А вот так, чтобы атаковать НАТО, нет. Кстати, они проводили даже, вспомните, летом проводили учения с выброской десанта. Кстати, у них там хорошо они потери понесли на учебно-боевой выброске. Там 2 человека разбилось, парашюты не раскрылись, там техника какая-то попадала, тоже парашютные системы не сработали. Вот. Но тем не менее, они прямо напротив Сувакского коридора проводили эти учения, пытаясь напугать НАТО. А где там транспортник, пока он развернется в маленьком воздушном пространстве Белоруссии, чтобы начать выброску? Куда он выбросит? Километр вправо, километр влево, хоп, это уже территория Польши. А Польша страна НАТО. Так что провокации со стороны России, да. Спровоцировать НАТО на первый выстрел, да. И тут же, в принципе, предложить условия переговоров. Ну или я это называю образно сдаться в плен. Объявить войну и сдаться в плен НАТО. Ну, частично постараться на своих условиях. Ну что ж, вот такие вот вопросы прозвучали в сегодняшнем видео. Вторую часть этого видео мы с вами закончим. У нас остается третья часть. Это пожелания, приветствия и
и комментарии, которые вы прислали. Которые вы сегодня прислали, и они прозвучат следующие. Большой привет из Запорожья. Благодарю за комментарии. Целиком поддерживаю ваше мнение по поводу Запада. Хочется кричать во все горло по поводу оружия. Наша страна защищает не только себя. Для нас это вопрос существования, но и весь Запад, где были бы российские звери, если бы не мы. Неплохо они устроились за нашими спинами. У нас каждый день уничтожают массу людей, а они все тянут. Это очень непорядочно. Мир уже выпустил самое большое горе. А видя безнаказанность, поднимут головы и остальные монстры. Гидре надо рубать головы сразу, иначе будет катастрофа во всем мире и конец всем. Надо принимать меры срочно, еще вчера. Не видеть это может только полный идиот. Русня пищит, что мы никогда не победим. Нечем, мол, мы их зубами рвать будем, никогда им не будет покоя на нашей земле. Не забудем никого и ничего, не простим фашистским ублюдкам. Бог с нами и правда на нашей стороне. Слава вооруженным силам Украины. Смотрите, я вот полностью разделяю ваше мнение в плане того, что мы несем огромные потери, мы платим ценой жизни наших граждан, наших военных за тот миропорядок, который пытается создать наши западные партнеры на основе нашей войны с Российской Федерацией. Но, к величайшему сожалению, геополитика, она и вообще политика и война — это очень циничная вещь. Никто из европейских стран не находится в состоянии даже военного положения. Они все живут мирной жизнью, и единственное, что они знают о нашей войне, это то, что им сообщают ихние новости, или то, что они смотрят в наших новостях, или общаются с нашими гражданами, которые там находятся в эвакуации. Они сочувствуют, они нам помогают, но при этом они соблюдают все процедуры мирного времени. В этом и бюрократизм. Ну а относительно сценария самого вооруженного войны между Украиной и Россией, у меня есть свое личное мнение. Я считаю, что этот сценарий где-то прописан у Соединенных Штатов. Вот они имеют какое-то собственное видение хода этой военной кампании, и они стараются регулировать эту войну именно поставками вооружений. Им не нужна быстрая и решительная победа Украины в этой войне. Им нужна разгромленная, обескровленная Россия, которая будет согласна на любые условия примирения в этом конфликте. Вот чего добиваются Соединенные Штаты ценой за наш счет. Вот так бы я это охарактеризовал. Кстати, может быть, именно поэтому Соединенные Штаты дают нам оружие практически бесплатно в качестве грантовой помощи, которую не надо будет возвращать. Возможно, это их оплата за тот наш ратный труд, за тот наш подвиг военный, который мы совершаем в этой войне, в том числе и за их интересы в этой войне. Пане Олег, хочу звернутися до вас та всіх українців. Я втекла з Рашки в 2016 році до України. Переїхала до Києва та дуже тут щаслива, навіть в умовах війни. Працюю, допомагаю Збройним силам України, виробляю окопні свічки для захисників, збираю посилки, підтримую як можу, в тому числі як донор крові. Всіх до цього закликаю. Україна найкраща, українці непереможні, вражаючі. Найкращі люди, українці, я вас обожнюю. Тримаємось, Україна обов'язково переможе. Світло переможе темряву. Ми разом зробимо все, що від нас залежить. Україна – це любов. Слава Україні. Вот такое вот преображение человека при переезде с одной страны в другую.
Добрый день. Спасибо за информацию. Часто обсуждается о сигналах оповещения, что они могут спасти и люди могут успеть укрыться. Но в Днепре люди никуда не прячутся во время тревоги от слова совсем, ни днем, ни ночью. По причине того, что нет убежищ. Я из Днепра. Все находятся в домах или там, где застала тревога. Ну, я знаю, что это огромная проблема для всех городов Украины, отсутствие бомбоубежищ, потому что такая организация, как Гражданская оборона, была разгромлена канула в лету вместе с Советским Союзом, которая отвечала за содержание этих бомбоубежищ. Ну и программа военного развития страны или обороны страны не предусматривала все эти 30 лет, до 2014 года не предусматривали. Да, кстати, и даже после 2014 года не предусматривали мы бомбоубежище. Тогда мы немного вспомнили о них, я помню, появились надписи, где-то что-то кто-то почистил, какие-то замки сменили, каких-то ответственных там пытались назначать, и то это было на местном уровне. Это должна быть государственная программа. Ну а сегодня в отсутствие убежищ надо спускаться в подвал здания. Или выходить или в какие-то подземные переходы. Я не знаю, в Днепре расставляют вот эти защищенные остановки общественного транспорта. Там можно укрыться. От прямого попадания вас не спасет ничто. И бомбоубежище должно быть очень прочное, чтобы выдержать прямое попадание ракеты. Видите, что одна ракета сделала с целым подъездом жилого дома. То есть там шансов, к сожалению, нету. Практически нету на спасение. Но непрямое попадание от осколков и ударной волны, да, вас защитит тот же подвал, вас защитит вот это, если есть в Днепре, я не знаю, бронированное или железобетонное укрытие на остановках общественного транспорта, вас защитит даже подземный переход на улице. Спустившись туда, вы уже спасете свою жизнь и сохраните свое здоровье. Но игнорировать, чтобы вот так вот дом сложился, он складывается как карточный домик. Все это, я не знаю, кто еще этому не верит. Вот посмотрите, реально ракета пробивает первую стенку и сразу же мгновенно внутри здания происходит взрыв. Дом складывается сам в себя. Количество жертв вы прекрасно знаете, лучше меня. Сколько и кого и каких людей погибло в этом подъезде. Поэтому это по-моему, более убедительного примера не игнорировать сигналы воздушной тревоги, мне кажется, найти на сегодняшний день невозможно. Поэтому берегите себя, не игнорируйте. Используйте все, что есть для того, чтобы укрыться от возможных ракетных атак со стороны Российской Федерации. Здравствуйте, Олег. Вы перечислили, из каких животных состоит немецкий военно-технический зоопарк. Хочу добавить, что немецкий БТР Мардер тоже был назван в честь животного и по-русски называется куница. Привет из Германии и слава Украине. Ну что ж, а куница, кстати, тоже довольно серьезный хищник. Ну что ж, на этом я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз приглашаю подписаться те, кто не подписан на мой канал. Те, кто смотрит, поставьте лайк, для того, чтобы, если это видео вам понравилось, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Огромное спасибо спонсорам и тем, кто поддерживает канал. Благодаря вашей спонсорской помощи и поддержке у меня есть возможность доносить до вас эту информацию, записывая эти видео. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам України. Перемога за нами. Слава Україні!